Друзья, всем большой привет! Сегодня рецепт консервированной тушеной капусты на зиму. Это удобная и вкусная заготовка, которая выручит любую хозяйку. Особенно, если нету куда девать свой урожай из капусты, подходит любая, даже самая некондиционная капуста любых сортов. Такую тушеную капусту можно открыть в любое время. Вкусная как самостоятельное блюдо с помидорками, луком, морковкой. А если взять и поджарить небольшое количество мяса и добавить такую баночку капусты к нему, вот вам и бигус на ужин или обед. Готовится все очень просто и быстро. Продукты следующие. Это пучок зелени, любой у меня, петрушки. Еще надо 300 граммов моркови, у меня 2 таких больших, и 300 грамм лука. Одна луковица где-то около 100 граммов. 2,5 килограмма, 2-2,5 помидор и капуста. В данном случае у меня раннеспелый сорт. Уже ее небольшую часть я использовала для борща. И вот такой огромный качан. Ну, куда его девать? Из этих продуктов, из 2 килограммов капусты, лука, моркови и помидор, у меня получится выход 7 пол-литровых баночек. Теперь далее лук нарезаю. Мелко не надо шинковать. Нарезаю перышками. Морковку всю надо натереть на крупной терке. Вот лук нарезанный, морковка натертая. Теперь далее 150 мл растительного масла рафинированного обязательно. Отправляю в кастрюлю, в которой я буду готовить все. Сюда первым отправляю лук. Когда лук немного обжарится, зажаривать его не надо, просто чтобы он стал прозрачным. Теперь добавляю морковь натертую. Лук с морковкой должны протушиться хорошо. Ну, это займет минут 5. Пока лук с морковкой протушивается, я подготовлю помидоры. 2 килограмма помидор. Если есть своих и много помидор, можно добавить даже 2,5 килограмма. Нарезаю, просто нарезаю крупными кусками. Помидоры должны мы измельчить. Измельчаем любым доступным способом: мясорубка, комбайн или же просто натереть на крупной терке. Я нарезаю просто на крупные куски, перекладываю в чашу и измельчаю помидоры. Теперь дальше подготавливаю капусту. Разрезаю я ее вдоль кочерышки на четвертинки. Таким способом легче всего нарезать, и все кусочки у вас будут одной приблизительно величины. Измельчаю капусту, лук с морковкой уже проготовились, и теперь отправляю сюда всю нарезанную капусту доверху кастрюли. Кастрюля где-то у меня на 6 литров. Когда уложила всю капусту, накрываю ее крышкой, чтобы она немного уменьшилась в объеме. По истечению 5 минут добавляю измельченные помидоры, стараюсь все перемешать. Огонь ниже среднего. Смотрим так, чтобы на начальном этапе ничего у нас не пристало и не пригорело. Накрываю крышкой и с момента закипания засекаю ровно час. Капуста должна тушиться ровно час. В середине готовки капусты с помидорами, с луком и морковкой я добавляю по вкусу лавровый листик, у меня где-то штучки 4-5, если вы не любите, добавьте 1-2. Черный перец по вкусу, я добавляю всегда чайную ложку черного перца. И соль. Если капуста, бывает капуста более кислых сортов, можете по вкусу добавить еще для баланса 1-2 столовых ложки сахара. Я попробовала,
на соль и на сахар капуста меня устраивает по своим вкусовым качествам. Помидоры у меня сладкие. И теперь за 10-15 минут до окончания варки измельчаю пучок зелени, добавляю петрушку и ровно 100 мл яблочного уксуса, натурального, обязательно. Тогда ваша консервация не будет иметь синтетического уксусного привкуса. Все хорошо перемешиваю, и до конца готовки осталось у меня буквально 10 минут. Когда все хорошо прокипит, проготовится, переливаю в стерильные банки и закатываю крышками. Переворачиваю банки вверх дном. Вот такой вид имеет консервированная капуста. Сверху укрываю, хотя это делать не обязательно, но для надежности все же я так делаю. И теперь в любой момент, как можно обжарить, например, мясо, когда нету времени готовить, стоять долго у плиты, добавляю баночку или две капусты, и можно такую капусту подавать к столу. Очень удобно, быстро и вкусно, друзья. А для тех, у кого есть свой урожай капусты, небольшие качанчики, которые некуда девать, или же много ранней капусты, эта заготовка как раз актуальна. Очень надеюсь, что этот рецепт пришелся вам по душе, и вы будете готовить для своих родных и близких. Если это действительно так, не забывайте оставлять свои комментарии, лайки, подписываться на мой канал, кто не подписался. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Всем пока и всем до новых встреч. С вами была Виктория. Пока-пока.